дорогие мои подписчики и гости канала! Хочу вам показать, как вяжется вот такая коса. Это две полочки, вяжу на одних спицах, две сразу, симметрично. Вяжется очень просто. Раппорт косы 12 петель на одних круговых спицах. Это очень удобно. Меньше ошибок, всегда знаешь, где нужно сделать убавку, и они получаются симметричные одновременно. Значит, раппорт этой косы 12 петель. Я наберу 12 плюс по 2 изнаночных с каждой стороны, чтобы она себя лучше показала, плюс 2 кромочных. Итого будет 18 петель. Набираю 18 петель. Вяжу я из пряжи Naco Sport Wool 25% шерсть и 75 премиум акрил. В 100 граммах 120 метров. Вязать на спицах 6-7. Показываю на спицах 8, поскольку это изделие тоже вяжу спицами номер 8. Мне нужна более-менее крупная вязка. Значит, набираю обычным классическим способом. Лучше первую петлю завяжем. Так, набираю 18 петель. Еще раз напоминаю, раппорт косы 12 петель, 4, 4, 4 будет. Делаю по 2 изнаночных с каждой стороны, плюс 2 кромочных. 4, 6, 12, того 18 петель набираю классическим способом. Какую модель кардигана я вижу сейчас появится на экране. После этого сразу же появится раппорт этой косы. Как вы будете перекрещивать слева направо сначала, потом справа налево, это вы уже решите сами. Я показываю вам так, как будет именно на схеме изображено. Снимаем кромочную первую. Далее идут 2 изнаночных. Они указаны в раппорте. 1, 2. Далее 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее 2 изнаночных. Кромочная, изнаночная. Переходим на изнаночный ряд. Здесь вяжем по рисунку. Сняли кромочную, 2 лицевых, 12 изнаночных, две лицевых, кромочной, изнаночной. Снова мы в лицевом ряду, и сейчас мы делаем перекресток. Итак, мы в третьем ряду снимаем кромочную, 2 изнаночных, далее 4 лицевых, 2, 3, 4. Я использую дополнительную спицу, снимаю 4 петли на дополнительную спицу и оставляю за работой. Теперь с левой спицы провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся к дополнительной спице, которая у нас за работой. Провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся к левой спице основной и провязываем 2 изнаночных оставшихся и кромочную, изнаночной. Первый перекрест мы сделали, теперь переходим в изнаночный ряд. Вяжем по рисунку 2 лицевых. Теперь у нас будет 12 изнаночных.
2 лицевых, кромочная, изнаночный. Теперь переходим в лицевой ряд. В этом лицевом ряду мы не делаем никаких перекрестов. Сейчас мы не делаем никаких перекрестов, провязываем по рисунку. Две изнаночных, кромочная, изнаночная, снова в изнаночном ряду, поглядывайте на схему, теперь каждый раз, делая перед перекрестом, будет один лицевой ряд без перекреста. То есть один лицевой ряд мы перекрест не делаем, и один лицевой ряд в какую-то сторону мы делаем перекрест. Все просто. После перекреста провязываем один изнаночный ряд, один лицевой, один изнаночный, и в следующем снова делаем перекрест. Либо влево, либо вправо. Вот в этом ряду сейчас мы делаем перекрест. Мы делали перекрест вправо в прошлый раз, теперь делаем перекрест влево. Снимаем кромочную, 2 изнаночных. И теперь делаем перекрест, и он уже будет сразу. Мы снимаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Оставляем перед работой. Провязываем 4 петли с левой спицы. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся к дополнительной спице. Провязываем 4 петли с нее, с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4. Переходим снова на левую спицу. Провязываем с нее 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас 2 изнаночных, которые не относятся к раппорту косы, вне раппорта косы, но в схеме они указаны. Вот таким образом мы сделали 2 перекреста. Сейчас мы провязываем изнаночную сторону. Закончили изнаночную сторону после перекреста. Вот теперь раппорт полностью закончен. Раппорт этой косы. Теперь повторяйте то же самое. Я провязала еще один раппорт косы с первого ряда. Вот таким образом получается. С вами была Марина, канал Вяжем вместе. Всего доброго!